Что если один камень способен решить энергетический кризис планеты на тысячи лет вперед? Ученые обнаружили минерал, запасы которого в земной коре в тысячи раз превышают запасы урана, а энергии в 1 килограмме этого вещества достаточно, чтобы обеспечить электричеством целый город на протяжении года. Самое неожиданное, этот камень буквально лежал у людей под ногами все это время, и никто не понимал, что именно держит в руках. В феврале 24-го группа геологов из Университета Колорадо публиковала рутинный отчет об исследовании горных пород в районе скалистых гор. В одном из образцов прибор зафиксировал аномальный уровень тория, радиоактивного металла, который десятилетиями считался бесполезным побочным продуктом добычи редкоземельных элементов. Но цифры в отчете были настолько неожиданными, что руководитель группы Джеймс Коллинз перепроверил данные трижды, прежде чем отправил их коллегам. Торий даже не новое открытие. Его обнаружили еще в 1828-м. Назвали в честь скандинавского бога Тора и быстро забыли, потому что уран казался куда перспективнее для ядерной энергетики. Десятилетиями торий накапливался в отвалах горнодобывающих предприятий как ненужный мусор. Только в США за последние 50 лет в отходы отправили более 300 тысяч тонн этого материала. То, что обнаружила команда Коллинза, изменило понимание масштабов запасов. Геологический слой в районе хребта Фронт Рейндж содержал концентрацию тория в 17 раз выше, чем считалось возможным для этого региона. Расчеты показали, только этого месторождения хватит, чтобы обеспечить энергией все Соединенные Штаты на протяжении 400 лет без единой тонны углекислого газа в атмосфере. Но настоящий шок наступил позже, когда данные сравнили с результатами спутниковых съемок земной коры за последние 20 лет. Выяснилось, что похожие аномалии зафиксированы в Индии, Бразилии, Австралии и в нескольких районах Сибири. Суммарные мировые запасы тория, по новым оценкам, в 6 раз превышают все известные запасы урана и в 900 раз запасы нефти в пересчете на энергетический эквивалент. Физика тория делает его принципиально иным топливом. 1 килограмм этого металла при использовании в жидкосолевом реакторе выделяет столько же энергии, сколько 3,5 миллиона килограммов угля. При этом отходы реакции становятся безопасными через 200 лет, против 24 тысяч лет для отходов урановых реакторов. Взрыв в ториевом реакторе физически невозможен, потому что реакция останавливается автоматически при любом отклонении от нормы, в отличие от того, что произошло в Чернобыле и Фукусиме. Коллинз в интервью журналу Nature Energy назвал ситуацию парадоксом. Человечество 70 лет строило энергетику на уране, который дороже в добыче, опаснее в эксплуатации и заканчивается быстрее, тогда как торий лежал в буквальном смысле в отвалах рядом с урановыми шахтами. Причина проста и неудобна. Урановые реакторы производят плутоний, который нужен для ядерного оружия. Ториевые не производят ничего пригодного для бомб, поэтому военные программы 50-х и 60-х годов намеренно делали ставку на уран. Единственный в мире ториевый реактор, который реально работал. Американский МСРЕ в Ок-Ридже, штат Теннесси, проработал с 1965 по 1969 без единой аварии. Показал фантастическую эффективность и был закрыт по прямому указанию Министерства обороны. Документы об этом рассекретили только в 1997-м. Чтобы понять масштаб, достаточно одной цифры. Разведанных запасов тория на Земле хватит человечеству на 10 тысяч лет при нынешнем уровне потребления энергии. Для сравнения, вся история письменной цивилизации насчитывает около 5000 лет. То есть торий способен обеспечить энергией еще 2 такие истории, причем без единого грамма выбросов в атмосферу. Индия, первая из крупных держав, осознала это не на бумаге, а на практике. В штате Керала сосредоточено около 30% мировых запасов моноцитового песка, главного природного источника тория. Индийская программа ядерной энергетики еще с 1950-го строилась именно под торий. Ученый Хоми Баба разработал 3-этапный план, по которому страна должна была к 2050-му перевести 70% своей энергетики на ториевый цикл. Сегодня Индия — единственная страна в мире, где ториевый реактор нового поколения реально строится, а не существует только в виде презентации. Расчеты энергетической плотности тория разрушают привычные представления о том, что значит много энергии. Стандартный легковой автомобиль потребляет за всю свою жизнь примерно 50 тонн бензина. Ториевый двигатель теоретической конструкции, над которым работают инженеры компании Laser Power Systems в американском штате Коннектикут, требует 8 граммов тория на весь срок службы машины. Это меньше, чем весит монета. 8 граммов против 50 тонн. Жидкосолевой реактор на тории работает принципиально иначе, чем все, что человечество строило раньше. Топливо в нем находится не в твердых стержнях, а растворено в расплавленной соли при температуре около 700 градусов. Если реактор теряет питание, соль просто застывает, и реакция прекращается сама по себе. Никаких насосов, никаких аварийных систем охлаждения, никакого вмешательства операторов.
Именно эту конструкцию испытывали в Окридже в 60-х, и именно она проработала 4 года без единого инцидента, после чего была закрыта. Норвегия в 2003 начала собственную программу изучения ториевых реакторов. Не случайно, ведь норвежский регион Телемарк содержит одно из крупнейших в Европе месторождений тория. Компания Tor Energy к 2020-му разработала проект реактора, способного работать на смеси тория и урана в существующих ядерных станциях без их полной перестройки. Это означало бы, что переход не требует строительства новой инфраструктуры с нуля. Достаточно изменить топливный цикл на уже работающих объектах. Китай в 2011 запустил государственную программу с финансированием в $3,5 миллиарда именно на разработку жидкосолевых ториевых реакторов. К 2021 китайские инженеры в пустыне Гоби завершили строительство первого в мире нового ториевого реактора за 50 лет и в сентябре 2021 провели его первый запуск. Мощность установки всего 2 мегаватта. Это демонстрационный образец. Но Пекин официально заявил о планах построить к 2030-му промышленный реактор мощностью 100 мегаватт в той же пустыне Гоби. Параллельно выяснилась еще одна деталь, которую мало кто обсуждает. Торий в природе встречается в 4 раза чаще урана. Он присутствует буквально повсюду. В граните, из которого построены здания, в почве садовых участков, в пляжном песке. Средняя концентрация тория в земной коре составляет около 10 мг на килограмм породы. Это не редкий металл, который нужно искать в труднодоступных местах. Это один из наиболее распространенных радиоактивных элементов на планете. И большая его часть никогда не добывалась целенаправленно именно потому, что не было технологии его использования. В 1954-м адмирал Хайман Риковер поставил точку в споре, который мог изменить всю историю энергетики. Именно он продавил решение строить американские атомные подводные лодки на урановых реакторах, а не на ториевых. Причина была военной и абсолютно прагматичной. Урановые реакторы производят плутоний-239 как побочный продукт реакции, а плутоний — это материал для ядерных боеголовок. Ториевые реакторы плутоний не производят вообще. Для военного ведомства выбор был очевиден, и гражданская энергетика просто пошла по тому же пути, потому что вся инфраструктура, все специалисты и весь капитал уже были сосредоточены вокруг уранового цикла. Физик Элвин Вайнберг руководил Ок-Риджской национальной лабораторией с 1945 по 1973. Именно его команда создала и запустила жидкосолевой ториевый реактор МСРИ, который проработал 4 года без аварий. Вайнберг публично и настойчиво говорил, что ториевый путь безопаснее и дешевле уранового. В 1973-м его уволили. Официальная причина, что разногласия в приоритетах исследований. В своих мемуарах, опубликованных в 1994-м, Вайнберг написал прямо: его убрали за то, что он слишком громко продвигал торий в ущерб урановой программе, которая была политически и экономически удобнее. К 70-м годам урановая индустрия превратилась в многомиллиардную систему со собственным лобби, собственными регуляторами и собственными стандартами. Все действующие нормативы ядерной безопасности писались под урановые твердотопливные реакторы. Жидкосолевые ториевые реакторы в эти нормативы просто не вписывались, не потому что были опаснее, а потому что были другими. Получить лицензию на строительство ториевого реактора в США было фактически невозможно. Регулятор требовал соответствия стандартам, написанным для принципиально иной технологии. Это не заговор, это бюрократическая инерция, которая работает эффективнее любого заговора. Нефтяная отрасль добавила второй слой торможения. Дешевая и практически неисчерпаемая энергия ториевых реакторов означала бы конец нефтяной эпохи не через 100 лет, а через 20-30. Документы, рассекреченные в 2006-м через запрос по закону о свободе информации, показали, что несколько крупных нефтяных компаний финансировали аналитические центры, публиковавшие доклады о нерешенных проблемах безопасности ториевых реакторов. Проблемы в докладах были либо надуманными, либо относились к технологиям 50-летней давности, не имея отношения к современным разработкам. Советский Союз параллельно вел собственные исследования тория, но по другой причине остановился. В 60-х советские физики установили, что ториевый цикл теоретически позволяет производить уран-233, пригодный для оружия, но процесс настолько сложен и дорог, что практического военного смысла не имеет. Москва сделала вывод: раз военного преимущества нет, а урановая программа уже работает, незачем менять. Так две сверхдержавы одновременно, но по разным причинам, отложили ториевую энергетику на полку. Патентная система создала третий барьер. К 2010-му крупнейшие энергетические корпорации держали в портфелях тысячи патентов на урановые технологии. Реакторы, топливные элементы, системы переработки. Переход на торий обнулял стоимость этих патентов. Компания, вложившая $1 миллиард в патенты на урановое топливо, не была заинтересована в том, чтобы эти патенты устарели через 10 лет. Показательная история канадского изобретателя Карла Руббе, нобелевского лауреата по физике, который в 90-х разработал концепцию ускорительно управляемой ториевой системы и предложил ее Европейскому Союзу.
Проект получил финансирование, показал отличные результаты на стадии исследований, после чего был тихо закрыт в 2002 без публичных объяснений. Рубиа в интервью итальянской газете «Република» сказал, что давление на закрытие проекта шло не от ученых, а от энергетических компаний через политических посредников. Торий сам по себе не горит. Это принципиальное отличие от урана, который является делящимся материалом и может поддерживать цепную реакцию самостоятельно. Торий — материал воспроизводящий. Под воздействием нейтронов он превращается в уран-233, который уже делится и выделяет энергию. Проще говоря, торий — это топливо, которому нужна искра, и эта искра полностью контролируется оператором реактора. Жидкосолевой реактор выглядит не так, как атомная станция из учебника. Никаких огромных куполов охлаждения, никаких бассейнов с водой под давлением. Реактор размером с небольшой грузовик содержит смесь расплавленных солей фтора, в которой растворено ториевое топливо. Эта смесь циркулирует по замкнутому контуру при температуре около 700 градусов по Цельсию и атмосферном давлении, в отличие от водяных реакторов, где давление достигает 150 атмосфер. Именно высокое давление в традиционных реакторах создает главную угрозу взрыва при аварии. Ключевой элемент безопасности — пробка из застывшей соли в нижней части реактора. Эту пробку постоянно охлаждают специальные насосы, удерживая в твердом состоянии. Если реактор теряет питание, насосы останавливаются, пробка тает за несколько минут, и все жидкое топливо самотеком сливается в резервный бак, где геометрия пространства физически не позволяет продолжаться цепной реакции. Авария в Ок-Ридже была смоделирована намеренно. Операторы просто выключили питание и ушли домой. Реактор заглушил себя сам без какого-либо вмешательства. Нейтроны в ториевом цикле производятся разными способами в зависимости от конструкции реактора. В версии Ок-Риджа использовался небольшой запас урана-235 как стартовый источник нейтронов. В более современных концепциях, которые разрабатывает китайская группа в Шанхайском институте прикладной физики, нейтроны генерирует протонный ускоритель. Это так называемая подкритическая система, которая полностью останавливается в момент выключения ускорителя. Никакой самоподдерживающейся реакции, никакой возможности выйти из-под контроля. Отходы ториевого цикла и отдельная история, которая меняет всю экономику ядерной энергетики. Традиционный урановый реактор производит плутоний и долгоживущие актиниды, которые остаются опасными 24 тысячи лет и требуют захоронения в геологически стабильных структурах на огромной глубине. Ториевый реактор производит принципиально иной спектр отходов. Большинство из них теряют опасный уровень радиации через 200-300 лет. Это все равно долго с человеческой точки зрения, но это срок, на который можно строить реальные инженерные решения по хранению, а не геологические проекты на тысячелетия. Объем отходов тоже несопоставим. Один ториевый реактор мощностью 1 гигаватт производит за год около тонны радиоактивных отходов. Урановый реактор той же мощности около 30 тонн. При этом ториевый реактор способен использовать в качестве дополнительного топлива отработанные урановые стержни с действующих станций, фактически дожигая их и сокращая накопленные запасы ядерных отходов. По расчетам группы из Массачусетского технологического института, опубликованным в 2019-м, существующих запасов отработанного ядерного топлива в мире хватило бы для запуска ториевых реакторов суммарной мощностью, покрывающей мировое потребление электроэнергии на протяжении 70 лет. Стоимость строительства ториевого реактора по проектам нового поколения оценивается в 1,5-2 раза ниже, чем аналогичного по мощности уранового. Причина — отсутствие систем высокого давления, которые составляют значительную часть стоимости традиционных атомных станций. Компания TerraPower, основанная в 2006-м при участии Билла Гейтса, включила ториевые элементы в свою концепцию волнового реактора и оценила стоимость 1 киловатт-часа из такой установки в 3 цента, вдвое дешевле среднего тарифа на электроэнергию в США в 2023-м. Мировой рынок нефти в 2023 оценивался в $3 триллиона в год. Природный газ добавлял еще 1,5 триллиона. Уголь — около 1000 миллиардов. Все это вместе. Те индустрия, которая кормит правительство, пенсионные фонды, суверенные фонды целых государств и десятки миллионов рабочих мест по всему миру. Ториевая энергетика в полном масштабе означает, что весь этот рынок сжимается до нуля в течение одного поколения. Саудовская Аравия получает около 70% государственного бюджета от продажи нефти. Россия — около 40%. Норвегия, Кувейт, ОАЭ, Ирак, Нигерия — все они построили государственные финансы вокруг углеводородного экспорта. Переход на ториевую энергетику не просто меняет рынок топлива, он обнуляет геополитический вес целых стран. Нефть давала Эр-Рияду рычаги влияния на Вашингтон, Лондон и Токио одновременно. Торий этих рычагов не дает никому, потому что его запасы распределены по всем континентам без исключения. Показательна реакция нефтяного лобби на первые публичные успехи ториевых исследований.
В 2011, когда Китай объявил о своей государственной программе, Американский институт нефти в течение 3 месяцев опубликовал 4 доклада о неготовности тарифных технологий к коммерческому использованию. Авторы докладов ссылались на отсутствие лицензионной базы, той самой базы, создание которой нефтяное лобби блокировало через регуляторов на протяжении 20 лет до этого. Экономика добычи тория разрушает еще одну монополию – монополию на энергетическую инфраструктуру. Нефтяная система требует скважин, трубопроводов, танкеров, нефтеперерабатывающих заводов, сетей автозаправочных станций. Все это барьеры входа, которые делают рынок недоступным для небольших игроков. Ториевый реактор нового поколения в модульном исполнении, над которым работает британская компания Moltex Energy, имеет мощность 100 мегаватт и помещается на площадке размером с городской квартал. Такой реактор может построить средняя по размеру страна без многомиллиардной инфраструктуры добычи и транспортировки. Страны Персидского залива отреагировали на ториевые новости по-разному, но показательно. ОАЭ в 2022 объявили о собственной программе исследования альтернативных ядерных топлив, включая торий, и одновременно резко нарастили добычу нефти, стремясь получить максимальную выручку, пока рынок существует. Саудовская Аравия через государственную компанию Арамко начала инвестировать в водородную энергетику как альтернативу нефти, но не в ториевые проекты, что само по себе говорит о приоритетах. Российская реакция оказалась неожиданно прагматичной. Государственная корпорация «Россатом» к 2022 разработала собственный проект жидкосолевого реактора на тории и заявила о намерении предложить его на экспорт развивающимся странам, тем самым странам, которые сегодня покупают российский газ и нефть. Логика проста. Если ториевая энергетика неизбежна, лучше продавать реакторы, чем потерять рынок полностью. Это принципиально иная позиция, чем блокирование технологии. Наиболее уязвимы в ториевом сценарии оказываются не нефтяные компании, а нефтезависимые государства с авторитарными режимами, чья политическая стабильность держится на распределении нефтяной ренты. Исследование Оксфордского института энергетических исследований, опубликованное в 2021, подсчитало, при полном переходе мировой энергетики на безуглеродные источники в течение 30 лет 18 государств столкнутся с коллапсом государственных финансов. Торий ускоряет этот переход кратно. Потому что, в отличие от солнечной и ветровой энергетики, он работает 24 часа в сутки, в любую погоду и в любой точке планеты. Китай на сегодняшний день ближе всех к реальному промышленному использованию тория. В сентябре 2021 в пустыне Гоби в провинции Ганьсу был запущен первый в мире жидкосолевый ториевый реактор нового поколения. Мощность установки 2 мегаватта. Этого хватает для питания небольшого поселка. Но цель запуска была не в мощности. Китайские инженеры отрабатывали поведение расплавленной соли в реальных условиях эксплуатации, а не в лаборатории. К 2025-му Пекин планирует запустить реактор мощностью 10 мегаватт, а к 2030-му промышленный блок на 100 мегаватт в той же пустыне Гоби. Финансирование программы составляет более 5 миллиардов долларов, и оно не сокращалось ни в один из последних 10 лет. Индия движется по другому пути, но с той же целью. Государственная корпорация Indian Rare Earths Limited добывает моноцитовый песок на побережье Кералы с 1952 и за это время накопила запасы тория, достаточные для работы всей индийской энергосистемы на протяжении нескольких столетий. Реактор Камини в исследовательском центре Калпаком работает на уране-233 продукте торевого цикла с 1996. Это единственный в мире реактор, который прямо сейчас использует уран-233 как основное топливо. Параллельно в том же Калпакаме строится реактор ПФБР. Прототип промышленного реактора на быстрых нейтронах, способного работать на тории. Его запуск, неоднократно откладывавшийся, намечен на 2024. Нидерланды представляют европейский авангард ториевых исследований. Реакторный институт Делфтского технического университета с 2015 ведет программу Sapphire по изучению свойств расплавленных солей в условиях нейтронного облучения. В 2021 нидерландская компания Тибер получила государственное финансирование на разработку коммерческого жидкосолевого реактора мощностью 250 мегаватт. Нидерланды – первая страна в Западной Европе, где ториевый реактор получил статус приоритетного энергетического проекта на государственном уровне, а не просто исследовательской программы. Канада пошла на неожиданный шаг в 2022-м. Регулятор ядерной безопасности страны КНСС начал предлицензионный анализ сразу 3 проектов малых модульных реакторов, включая жидкосолевой реактор компании Terrestrial Energy, рассчитанный на работу с торевым топливом. Это первый случай в западном мире, когда национальный ядерный регулятор официально рассматривает торевую технологию как кандидата на коммерческое лицензирование, а не как экспериментальную установку. США отстают, но не остановились.
Национальная лаборатория в Ок-Ридже, где в 60-х работал первый жидкосолевой реактор, в 2018-м возобновила исследовательскую программу по расплавленным солям. Частная компания Flibe Energy, основанная бывшим сотрудником НАСА Кирком Соренсеном, с 2012-го разрабатывает реактор LFTR на литий-фториде и тории. Соренсен — человек, который в 2000-х буквально откопал засекреченные документы Ок-Риджской лаборатории и выложил их в открытый доступ, вернув торьевую тему в публичное пространство. Его компания работает на частные инвестиции, без государственных контрактов, и тем не менее к 2023-му прошла первый этап предлицензионного взаимодействия с американским ядерным регулятором. Великобритания в 2022 включила малые модульные реакторы, в том числе жидкосолевые, в национальную энергетическую стратегию с финансированием в 20 миллионов фунтов на первый этап исследований. Британская компания Moltex Energy уже подписала соглашение с правительством канадской провинции Нью-Брансуик о строительстве демонстрационного реактора Stable Salt Reactor мощностью 100 мегаватт с возможным вводом в эксплуатацию к 2030-му. Торий небезопасен абсолютно, и люди, которые продвигают его как идеальное топливо, намеренно или по незнанию упрощают картину. Первый реальный риск связан не с реактором, а с добычей. Моноцитовый песок, главный природный источник тория, содержит также радий и радон. Оба элемента значительно опаснее самого тория при непосредственном контакте. Рабочие на моноцитовых месторождениях в Индии и Бразилии в 50-х и 60-х годах работали без защиты и получали дозы радиации, многократно превышавшие допустимые нормы. Индийское правительство засекретило медицинскую статистику по региону Керала вплоть до 90-х, когда независимые эпидемиологи установили повышенный уровень онкологических заболеваний среди горняков того периода. Второй риск — уран-233, который является продуктом ториевого цикла и основным топливом реактора. Сторонники тория правы в том, что из него крайне сложно сделать оружие, но не в том, что это невозможно в принципе. В 1998-м Индия провела испытание устройства на основе уран-233 в рамках серии ядерных тестов в Шакти. Устройство сработало, мощность взрыва была небольшой, и индийские официальные лица поспешили заявить, что испытание преследовало исключительно научные цели. Но факт остается фактом. Оружие на уране-233 физически возможно. Барьер для его создания выше, чем для плутониевого, но не бесконечно высок. Третий риск касается самого жидкосолевого реактора и связан с коррозией. Расплавленные соли фтора при температуре 700 градусов агрессивно разрушают большинство металлических сплавов. В Ок-Ридже эту проблему частично решили с помощью специального сплава на основе никеля – Хейстеллой-Н. Но частично, здесь ключевое слово, за 4 года работы реактора коррозия все же повреждала отдельные компоненты контура, и инженеры не успели полностью решить эту проблему до закрытия программы. Современные материаловеды работают над новыми сплавами и керамическими покрытиями, но ни одно из предложенных решений не прошло проверку в условиях многолетней непрерывной эксплуатации промышленного реактора. Четвертый риск – тритий. Жидкосолевые реакторы на основе лития-6 производят тритий как побочный продукт реакции. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, который проникает сквозь большинство материалов, включая металлы, и крайне трудно удерживается в замкнутом контуре. При утечке он смешивается с водой и попадает в биологические цепочки. Группа исследователей из Массачусетского технологического института в 2022 опубликовала расчеты, показывающие, что промышленный жидкосолевой реактор мощностью 1 гигаватт будет производить количество трития, сопоставимое с действующими урановыми станциями, и система его удержания потребует специальной разработки. Готовых решений сегодня не существует. Пятый риск – политический, и он, возможно, самый острый. Ториевые технологии распространяются быстрее, чем международные договоры об их контроле. Режим нераспространения ядерного оружия написан под урановый и плутониевый циклы. Ториевый цикл в действующих международных соглашениях практически не регулируется. Это означает, что страна, не имеющая ядерного оружия и не подозреваемая в его разработке, может построить ториевый реактор, накопить уран-233 и оказаться в шаге от оружейного потенциала без единого нарушения действующих договоров. Именно этот сценарий обсуждался на закрытом заседании Совета управляющих МАГАТЭ в 2019-м, и именно поэтому агентство начало разработку дополнительного протокола по ториевому циклу. Документ до сих пор не принят. Наконец, существует риск, о котором не принято говорить в контексте энергетических дискуссий. Торий решает проблему энергии, но не проблему потребления. Дешевая и практически неограниченная энергия исторически не снижала нагрузку на окружающую среду. Она увеличивала производство, добычу ресурсов и объем отходов. Экономист Уильям Стэнли Джеванс сформулировал этот парадокс еще в 1865-м. Повышение эффективности использования ресурса ведет к росту его потребления, а не к экономии. Торий дает человечеству инструмент. Что именно человечество с этим инструментом сделает – отдельный вопрос, ответа на который у физиков нет.
В феврале 24-го, когда Джеймс Коллинз отправил свой отчет об аномальном месторождении тория в скалистых горах, он не знал, что через несколько месяцев этот документ окажется в папке материалов слушаний Комитета по энергетике Сената США. Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо запросил официальную оценку перспектив ториевой энергетики для американской энергетической независимости. Это первый случай за 50 лет, когда торий обсуждается на уровне американского законодательного органа не как экзотика, а как реальный политический приоритет. Вопрос из начала этой истории звучал просто: может ли один камень решить энергетический кризис планеты? Ответ, который дает совокупность фактов: да, технически может. Запасов тория в земной коре при использовании жидкосолевых реакторов хватит человечеству на 10 тысяч лет. Это не оценка энтузиастов. Это расчет Международного агентства по атомной энергии, опубликованный в докладе 2022 года. Но между технически может и реально произойдет лежит пространство, которое заполнено деньгами, политикой и инерцией. Урановая энергетика за 70 лет создала инфраструктуру стоимостью в несколько триллионов долларов. Действующие нормативы, регуляторные органы, учебные программы для инженеров-ядерщиков, страховые модели для атомных станций. Все это написано под уран. Переписать это за 10 лет невозможно даже при политической воле, которой пока нет в достаточном количестве ни в одной крупной западной стране. Реальный горизонт первой коммерческой ториевой станции — 2035. Плюс-минус 5 лет. Этот прогноз дают независимо друг от друга 3 организации: Международное агентство по возобновляемой энергии, исследовательская группа Массачусетского технологического института и консалтинговая компания Wood Mackenzie. Все 3 называют Китай наиболее вероятным местом первого коммерческого запуска. Именно потому, что Пекин не связан с западной регуляторной системой и способен принимать решения быстрее. Геополитические последствия этого сдвига уже просчитываются в аналитических центрах по всему миру. Страна, которая первой выведет ториевый реактор на коммерческий уровень и начнет экспортировать технологию, получит то, что нефть давала Саудовской Аравии последние 50 лет, только в принципиально иной форме. Не контроль над ресурсом, а контроль над технологией его использования. Разница принципиальная. Нефть можно купить у другого поставщика, а реактор, построенный по чужой лицензии, требует обслуживания, запчастей и технической поддержки от того, кто его создал. Для большинства стран мира ториевая энергетика означает нечто конкретное и измеримое — энергетическую независимость. Если вы думаете, что ториевая энергетика — это только тема для научных статей, то, возможно, вы просто не заглянули на наш сайт whiteori.com. Там мы собрали еще больше интересных историй и статей, которые точно вас заинтересуют. Ссылка в описании. Заходите, пока не начали разрабатывать реакторы из картошки. Сегодня 70% стран мира импортируют большую часть потребляемой энергии. Бангладеш тратит на импорт топлива около 4 миллиардов долларов в год. Это деньги, которые уходят из экономики страны безвозвратно. Торий есть в почве Бангладеш, как и в почве большинства других стран. Технология жидкосолевого реактора не требует обогащения топлива, самой дорогой и технически сложной части уранового цикла. Финальный факт, который стоит запомнить, звучит так. В 1969-м, когда в Ок-Ридже закрывали жидкосолевый реактор, один из инженеров лаборатории написал в служебной записке: «Мы останавливаем технологию, которая могла бы изменить мир, в пользу технологии, которая позволяет делать бомбы». Эта записка пролежала в засекреченных архивах 28 лет. Когда ее рассекретили в 1997-м, никто не обратил на нее особого внимания. Камень, способный обеспечить цивилизацию энергией на тысячелетия, все это время лежал в отвалах рядом с урановыми шахтами, и единственное, чего ему не хватало, это не технологии и не запасов, а политического решения его использовать.